Всем привет, меня зовут Нина Заславская. Сегодня я опять продолжаю сидеть в роли клиента, и я давно мечтала сделать себе еще одну татуировку. Ну и в общем-то я пришла на сеанс к своему мастеру Анастасии. Это у меня по счету 4-я татуировка. Вот такая маленькая, люблю маленькие, изящные. Так, с чего мы начинаем? Мне тоже прям интересно на самом деле посмотреть, как делают татуировки. Начнем с того, что мы всегда сначала примеряем эскиз, на какую часть тела, но для этого мы приглашаем клиента на консультацию, чтобы обговорить все нюансы с ним, подобрать четкий эскиз, который он хочет, и потом я уже дома его дорабатываю, и на процедуре мы его уже примеряем, размечаем разметочки. Можно чуть поменьше вот сюда. Сюда. Угу. Сейчас мы будем переводить эскиз с помощью трансферной бумаги. Она выглядит примерно так. То есть это как калька, да? Просто да. Надо будет обвести. Просто сейчас мы положим надпись и переведем ее. Я беру ручку с острым наконечником, чтобы было лучше и удобнее переводить надпись. Но если есть трансферный принтер, это вообще просто супер. Очень удобно. То есть не надо обводить, да? Не надо переводить вручную, но он подходит обычно для масштабных татуировок. Сколько ты уже по времени занимаешься татуировкой? Ну, вообще, в свободном плавании занималась 2 года. Как пришла в студию, вот совершенно недавно. Часто вообще клиенты приходят на татуировки? В последнее время, да. Обычно они заказывают такие миниатюрки, но все-таки я люблю работать с масштабными татуировками. Мужчины приходили? Мужчины пока не приходили. Купола не били, да? Купола нет, только приходили, хотели свести. Купола? Купола. Но они достаточно так хорошо у него были набиты, что мне прям жалко их было сводить. Сейчас мы обработаем ручки, протрем кожу клиенту и перенесем эскиз. Эскиз мы переводим стоя, в расслабленном состоянии, чтобы рука у нас была в свободном падении. Расслабим ручку. Самое трудное – это перевести правильно трансфер, чтобы все устроило и мастера, и клиента. Мы наметили точечки, где будет примерно располагаться надпись. Мы берем трансферный гель, немножечко наливаем на руку и распределяем его по коже. Когда мы уже перевели трансфер, Нина сходила, посмотрела, ее все устроило, расположение ее устроило. Сейчас мы будем подготавливать краски. Мы берем немножко вазелина на стол, размазываем его, куда мы приклеим тюбик. Также у нас будет лежать вазелин здесь, чтобы было удобнее его брать. А вазелин для чего нужен? Для того, чтобы краска по коже вот так не разбрызгивалась и было видно, как ты ведешь иголочкой. Мы берем также ваточку сейчас и стираем лишнюю краску с руки. Ого, а остальное остается так хорошо. Да, ему нужно немножечко подсохнуть для этого. А это специальная трансферная бумага, необычная калька, да? Нет, необычная. Специально трансферная бумага. Какая-то волшебная. Мы используем 2 конфигурации, 1 и 3. 1 я процарапываю кожу, закрепляю эскиз, и 3 уже все буду доводить до конца. А что за картриджи у тебя? Какая фирма? Фильтр. Решила попробовать. Первый раз такие вижу. А на перманент они не очень, наверное, да? Ну, также есть разные заточки. А это какая острая заточка у тебя? Да. Лишнюю краску мы смакиваем с кончика и начинаем. То есть вольтаж ты выставляешь такой же, как на перманент, да? Нет, немножечко побольше. И обязательно кожу я натягиваю и медленно-медленно ведем. Как будто кровь из вены берут. А почему татуировки не обезболивают? Потому что он замораживает кожу, кожа дубеет и плохо чувствуется вибрация. Тут получается все равно же поглубже вносится краска, да, чем при перманенте? Да, конечно. А если внести, например, вот так же легонечко татуировку, как она перманент? просто выпадет при заживлении вместе с корочками. Либо будут такие проплешины.
Я где-то видела, что есть временные татуировки. Это, наверное, вот как раз нанесенные как перманент, да? Их как-то наносят по-другому. Честно, не интересовалась такой темой. Ну, чисто теоретически, наверное, если полегче нанести, она, наверное, и подвыцветит, да? А коричневым не пробовала ты? В татуировочных пигментах достаточно большая палитра разных оттенков есть, поярче, по пастельные оттенки, поэтому выбор там и коричневых тоже достаточно много. Я сильно натягиваю кожу для того, чтобы лучше чувствовать, как я ее прокалываю. И вообще натяжение кожи – это очень важный момент. Ну, в принципе, вообще терпимо. Конечно, ощутимо. Перманент полегче, но нормально. Настя, сколько татуировка заживает и как вообще ухаживать? Столько же нельзя мочить, как перманент, получается, пока корочки не зайдут? Да, в целом татуировка заживает от недели до 3 недель. Зависит от масштаба. Если татуировка большая, то заживает, естественно, дольше. А моя? Зависит уже от кожи. Как у вас она воспринимает, как она у вас заживает. А я видела, что такие даже не пеленочки, а пленки специальные есть. То есть ее наклеиваешь на татуировку, чтобы она не мокла, и можно спокойно принимать душ. Как они называются? Супросор ПЭФ. Но я их не использую. Почему? Потому что есть вероятность того, что татуировка может воспалиться, либо пойти аллергическая реакция. Я не представляю, как вообще люди делают рукава, забивают. Это, мне кажется, уже вот сначала можно терпеть, но когда долго... А там уже, если человек не может терпеть, ему либо накладывают обезболивающее, либо отправляют домой. Потому что такие масштабные татуировки делаются по сеансам. И сеанс, в принципе, рассчитывается от того, сколько может терпеть человек. Смотря как сеанс вообще, получается, ты наколол, и через сколько можно приходить на повторный сеанс? Надо ждать, пока она заживет, либо сразу можно прийти доколоть? Нужно подождать, когда заживет, потому что возможно то, что после процедуры у человека на 2-3 день может подняться температура. А температура все-таки это противопоказание к татуировке. Если человек себя плохо чувствует, если у него плохая свертываемость крови, какие-то кожные заболевания. Я уже себе хочу набить еще одну татуировку сама. Не на лбу, Эрика. У меня такой коварный видеограф, постоянно мне на лбу что-то хочет набить. Какое-то нехорошее слово. Говорит сердечко. Или подписывайся на мой YouTube канал, ставь лайки. Кстати, подпишитесь и поставьте лайки. Будет очень приятно. Но и вообще с помощью татуировки, я считаю, можно расширить свой спектр услуг, потому что это очень сейчас востребовано, и многие девочки, приходя на брови, даже вот у меня спрашивают, делаю ли я татуировки. И я так на самом деле задумывалась про татуировки, потому что хочется чего-то творческого, интересного. Я надеюсь, этот выпуск вам будет полезен, и вы тоже почерпнете из него что-то, может быть, даже начнете делать татуировки. Может, кто-то из вас уже делает татуировки. Сейчас я работаю единичкой и прорисовываю прям детально всю татуировочку. Ну, 3 для каких-то толстых, да, частей ты, получается, ее берешь? Да. Ну, если можно обойтись единичкой, то можно обойтись единичкой. И уже когда я закончу полностью работу, я все почищу, все протру и нанесу вазелинчик на кожу. Все забинтую вам, и вы спокойно поедете домой. Настя, а можно перманентной машинкой сделать татуировку? Перманентная машинка, она достаточно слабая для тату. Нужно брать какие-то гибридные машинки, либо помощнее. Тогда да. У меня недавно девочка была на мастер-классе, приехала обучаться на волосковую технику и сказала, что на татуировке бьет обычным мастом. Я тоже, кстати, перешла на маст, потому что он в виде ручки, и мне намного удобнее. Есть машинки с держаком, но держак у меня достаточно тяжелый, и такой машинкой я пользуюсь только для больших масштабных татуировок, либо где нужно сделать прям такие
большие жирные контура. Она достаточно мощная и татуировочная. А флетами ты работаешь? Нет, такими я не работаю. Максимум я могу взять конфигурацию, это 9. Пучками, да? Но она как раз идет такая, но она не прям пучок, а вот несколько рядов. То есть ей удобно загонять краску. Представляете, мой видеограф сейчас хочет набить усы. Такие вот закрученные. Как ты мне прорисовывал. А у тебя у самой есть татуировки? Да, Сама себе набивала? да. Ой, это ты белым пигментом, да, забила? Да, Ну смотри, вот здесь как будто немножечко пожелтело. Это все-таки... это когда она заживает, она смешивается с кожей и она растает. И белый пигмент превращается в такой бежевый с желтинкой. Ну плюс еще на солнце, когда загораешь, Да, вот этот она- оксид титана превращается немножко в такой Да, желтоватый поэтому белые татуировки нежелательно бить. Их еще ничем не удалить, потому что они либо будут уходить через желто-зеленый оттенок. Но есть один метод удаления водой. цвет. Водой это как? Просто вот обычная вода. То есть ты набираешь в иголку воду, да? Да, и удаляешь. Я слышала про такой метод, но еще пока его не пробовала, потому что есть вероятность того, что можно просто это место превратить в шрам. Вообще, по сути, мне кажется, даже можно удалить сухой иглой, потому что ты запускаешь процесс регенерации кожи, и организм посылает все усилия на восстановление этого участка. То есть кожа регенерируется, немножко выталкивает этот пигмент. Даже то же самое можно проделать с бровями. Вообще без ремувера, без всего, сухой иглой пройдешься, и они уже у вас посветлеют. Мне кажется, все равно это лишняя травматизация, и можно оставить у человека шрам. Ну, самое главное не переусердствовать. Я уже вообще, мне кажется, ничего не чувствую. Сначала мне показалось так чувствительно, но сейчас как-то вообще привыкла Привыкание. спокойно. У меня тоже сначала клиенты такие, ой, неприятно, а потом уже спокойно к этому относятся. Стадия принятия началась. У каждого человека свой болевой порог. И на самом деле есть карта боли, где можно схематично посмотреть, где какие участки более болезненные, а где менее. Сейчас там, где мы делаем данную татуировку, этот участок считается самым кайфовым для клиента и для мастера. А где больнее всего делать? Вот я слышала, что на косточках, да, где-то на ребрах. Да, и где сухожилия. Кстати, у меня есть вот здесь татуировка, ее так достаточно больно было. Я прям ждала, когда это закончится. Наша татуировочка готова. Сейчас мы ее помажем вазелином и наложим на нее компресс. И отпустим нашу прекрасную Нину домой. Мне очень нравится, прям такая изящная получилась. Я думаю, вам тоже это было очень полезно. Пишите комментарии, понравился ли вам этот выпуск. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока-пока.